Всем привет, с вами спортивный врач доктор Демченко, и сегодня мы поговорим немного о стельках и коленях. Иногда принято считать, что стелька требуется людям, у которых есть плоскостопие, для того, чтобы у них не болели стопы. На самом деле стелька такая очень интересная биомеханическая штука, которая позволяет влиять не только на стопу, но и на коленный сустав, на тазобедренный сустав, на поясницу и в некоторых случаях даже на шею. Сейчас я немножко расскажу, как это работает и почему стелька действительно важна. Особенно для людей, которые занимаются спортом. Что представляет собой ортопедическая стелька? Практически это поддержка сводов стопы. Что такое своды стопы? Это такие арки сбоку и спереди, которые позволяют амортизировать стопе и поддерживать все наши кости и суставы в правильной позиции. Для того, чтобы происходила эта поддержка, обычно на стельку устанавливают такой круглый модуль, он называется пилот, и модуль боковой поддержки свода стопы. Вот таким образом. Соответственно, для стопы это необходимо, чтобы не перегружать структуры стопы, потому что если стопа плоская, то она начинает опираться неправильными частями на поверхность. Чаще всего люди начинают жаловаться на боль в области суставов посередине стопы. Почему? Потому что эти косточки, как вы видите, они более длинные, чем первая и пятая, куда должна происходить опора. Если стопа распластывается, то эти суставы начинают слишком сильно давить на опору, и здесь могут возникнуть артроз или неприятные ощущения. Также могут быть неприятные ощущения, если стопа совсем плоская, и структуры стопы, находящиеся с подвздошной части, слишком сильно растягиваются, начинают болеть. Соответственно, это поддержка самой стопы. Но для спортсменов зачастую важнее, чтобы стопа находилась в правильной позиции во время выполнения всевозможных спортивных мероприятий, чтобы сохранять подвижность и правильную позицию коленного сустава. Как это происходит? Для этого мы возьмем вот такую модель и посмотрим, что будет происходить с коленным суставом, если стопа будет в неправильной позиции. Вот у нас свод в норме, коленочка смотрит вперед. Если стопа начинает заваливаться в бок, то происходит автоматический поворот большеберцовой кости. И это дает скручивающую нагрузку на коленный сустав. И получается, что каждый раз, когда человек с плоскостопием приземляется или делает мощную опору, колено начинает уходить в скручивание и боковую нагрузку. Как я говорил в предыдущих выпусках, боковая нагрузка вот такая на коленный сустав является не очень полезной нагрузкой. Вследствие такого бокового отклонения здесь косточки друг на друга очень сильно давят, поскольку здесь еще находится мениск, идет очень сильное ущемление мениска, а все связки с этой стороны начинают сильно растягиваться и поддаваться стрессу на растяжение. Но что происходит выше? За счет этого скручивания, если посмотреть, на области тазобедренного сустава идет тоже ущемление. И, соответственно, могут развиться боли в области тазобедренного сустава. Если мы говорим про поясничный отдел позвоночника, то неправильная скручивающая нагрузка начинает перегружать позвоночник в ротацию. Соответственно, когда мы ставим стелечку, нога пытается упасть, а ее сбоку немного поддерживают. Соответственно, в этом моменте колено будет перегружаться меньше будет перегружаться тазобедренный сустав. Особенно важно это, когда мы сильно быстро приземляемся и не можем сконтролировать позицию коленей, либо если вы находитесь на одном колене, вам требуется делать контролированные движения стопой. Поэтому очень часто стельки делаются не только в беговые кроссовки или в повседневную обувь, но они изготавливаются для хоккеистов, футболистов или людей, катающихся на роликах. Соответственно, какие есть виды стелек и какие стельки лучше покупать? В магазине есть стандартные стельки. В принципе, они достаточно дешевые и они работают. То есть нельзя сказать, что индивидуальные стельки работают, а не индивидуальные не работают. Они работают. Вся проблема в том, что они работают под среднестатистического человека. То есть если у вас среднестатистическая стопа, вам повезло. Стелька будет работать отлично. Если стопа с определенными особенностями, то гораздо лучше прибегать к изготовлению индивидуальных стелек. Индивидуальные стельки тоже можно разделить на две большие части. Это, так скажем, спортивные стельки и неспортивные стельки.
Неспортивные стельки чаще всего делаются из очень жестких материалов. То есть неспортивную стельку вы не сможете согнуть во всех местах. Вот обычно бывает такой кусок пластмассы, который можно бить как воблой об стол. Вот, соответственно, ходить в такой стельке более-менее ничего, но если вы начинаете на ней бегать, прыгать, можно очень сильно отбить себе стопу. Поэтому обычно спортивные стельки производятся из таких мягких материалов, которые, с одной стороны, не дают совсем упасть стопе, но при этом не врезаются в ее свод и поддерживают оптимальное движение. Соответственно, если у вас есть плоскостопие, об этом можно узнать довольно легко, зайдя там в любой ортопедический салон или сходя к ортопеду. Там есть такой замечательный ящик, который называется подоскоп. Как видите, если встать, то в зеркале можно увидеть отпечатки стоп. Вот. Либо, если вы вылазите из душа с мокрыми стопами, идете по полу и видите, что ваши отпечатки очень плоские, да, соответственно, имеет смысл сделать себе стелечку. Это значительно разгрузит и вашу стопу, и ваше колено, и, возможно, другие запчасти, которые находятся немного выше. Всем спасибо. Сегодня с вами был доктор Демченко. Подписывайтесь на канал. Пока.